Сейчас будет видео по запросу. Мы очень много рассматривали отношений жена-муж, любовница, чтобы посмотреть, как любовница уводила из семьи мужа, да. А сейчас мы посмотрим, действительно, околдовала ли жена на мужа, является ли он ее кармическим мужем, да, либо она привлекла его искусственно. Жены же не все такие, которые сидели спокойненько, сложив ручки возле окна, вышивали себе приданое, и вдруг пришел свататься к ней мужчина. Некоторые жены, когда видели мужчину, они хватали его в свои клешни, да, не в зависимости от того, нужен он им, не нужен, и не думая о том, что может быть развод, может быть нехорошо, которые наводили на него приворот, добились от того, чтобы он взял их в жены. В общем, жены тоже разные бывают. Не только там, как говорится, любовницы плохие. Может, некоторые любовницы как раз и вытягивают мужиков с этого болота. Все очень так неравнозначно, да. Эти треугольники, они, в принципе, настолько разные. У каждого свой случай. И все равно каждая женщина будет думать, что она права, да. А теперь давайте в этом гадании как раз-таки и рассмотрим, колдует ли жена, наводила она ли на него привороты, наводила ли она на него что-то такое, что меняло его отношение к жизни, что его держит возле жены. Это тоже очень важный аспект. Давайте посмотрим. Это видео, скорее всего, не для жен, а это видео для любовниц, чтобы понять, как другая женщина вышла замуж за этого мужчину. Понимаете? Все очень неравнозначно. И вряд ли я смогу ответить развернуто в гадании, там, в 15-минутном на все вопросы, чтобы раскрыть. Но в общем я вам приподниму это одеяло, которое вы потом, в принципе, можете сами проанализировать на месте, как говорится, и сделать какие-то определенные выводы. Посмотрим, к какому, как говорится, финалу привела именно жена. Жену будем рассматривать ту, которая находится в состоянии брака, то есть когда она расписалась в ЗАГСе. Гражданских жен, как многие говорят, мне не нравится это слово, конечно, словосочетание «гражданская жена», а тех, которых заманили, как говорится, в брак, даже не сколько в брак, сколько в ЗАГС. Давайте посмотрим, как его заманили. Было ли какое-то магическое влияние, либо он сам шел. Это мои серые таро, некротаро. Вот они, кстати, такие карты недобрые. Они, если режут правду матку, то они так нормально ее режут, девочки. Так что аккуратнее я буду пытаться. Оу, чик, чуть не упала. Точнее, уже упала моя камера. Это называется «В руки взяла некротаро». Все время, кстати, у меня с некротаро что-то приключается, когда я гадаю. Не с самими картами, а вокруг карт. Итак, еще раз мы их перетусуем для правдивости. Ох, чувствую, сейчас будет горячо. Итак, гадание: колдует ли жена на него, и что именно она колдует, как она его привлекла. Будем раскладывать на 5 жен, на 5, чтобы тут 4 стихии не рассматриваются, тут рассматриваются другие. Я бы даже больше разложила, просто не влазит у меня, как говорится, в видео, так чтобы все можно было рассмотреть. Да, и очень долго будет, фильм можно целый снять, как говорится.
Итак, выбирайте, пожалуйста, жену. Жену, у которой есть печать в паспорте, и она является официальной по человеческим социальным меркам женой вашего мужчины. Подумайте и выберите. Переворачиваем, девочки, карты. Опа! Вот у нас и пару вылезло. Но так, чтобы уже точнее говорить, я сейчас достану уточняющие карты, чтобы точнее смотреть, что, где и как. Колдовала ли жена, колдовала ли на мужчину. Итак, смотрим первого. Первого мужчину смотрим. Так. Она, может, на него и не колдовала так конкретно, но у него есть что-то внутри, которое его изнутри сжигает. Либо это алкоголизм, это вредная привычка какая-то, это что-то такое, которое его выжигает изнутри. Либо болезнь какая-то, которая что-то печет внутри, другого градуса внутри. Наведенно это или нет, это от жизни у него так, от его жизни. Где-то что-то было, конечно, но было очень давно. Давным-давно было. Я бы не сказала, что это какое-нибудь кривое, что-то пошло не так. Что-то внутри у него есть. Это было какое-то одномоментное действие со стороны жены. Я бы не сказала, что очень сильно магическое. Просто, может, женщина словами его как-то так говорила, то, что ему нравится. Вот реально как подобрала ключ к его сердцу. Но, однако, вот в таком откате надо его диагностировать уже его состояние. Я это обычно делаю на картах золотых таро, диагностирую состояние человека, потому что что-то не так с его здоровьем, с какими-то вредными привычками. Что-то вот у него такое вредное есть, которое вот тянется с этих давних времен. Дайте посмотрю, что она делала. Давно это было. Сейчас, как говорится, и не вспомнишь. Карты не хотят особо говорить, что именно это было. Но у человека есть вредная привычка. И, может быть, жена как раз подпитывает эту его вредную привычку, как-то держит его эту болезнь. Вот как-то она на него так влияет, что не сказала бы я, что тут такое колдовство, но что-то у него такое, что его, в принципе, заставляло быть с ней, связанное со здоровьем. Дальше давайте второго мужчину посмотрим. Второй мужчина у нас. Карта дурачка выпала. Карта дурачка. Был ли приворот? Знаете, вот и был, и не был. Его просто взяли, накинули на него поводок да повели. Взяли поводок да повели его туда. Он не понимал, что делал. Вот да, не понимал он, не задумывался над этим, когда он женился на ней. И потому он испытывает вот эти вот, кстати, сложности и трудности в своей жизни. А они у него есть. Дальше давайте посмотрим третий расклад. Наводился ли на него приворот, колдовала ли его жена. Скажу вам тоже, что тут такая скрытая какая-то зависимость тоже вот по этой карте. Скрытая зависимость, много ключей, много этих черепов выпало. Карта времени только один туз выпал, единица. Это не жена колдовала на него, не жена.
До жены кто-то был. Была какая-то женщина, которая с его жизни уже давным-давно ушла, да ее имя совсем уже не вспоминают. Но вот как-то, как говорится, как что-то такое кривая сделанная работа, недобитка у этого мужчины идет от женщины, которую уже никто не помнит. И карты даже ее особо не показывают. Просто такое, знаете, пятно на белой футболке. Дальше давайте посмотрим вот эти картишки. А вот тут уже очень и очень интересно, дорогие мои девочки. Смотрите, карта Иерофанта выпала. Так, была ведьма. Была в его жизни ведьма, которая наколдовала ему на смерть, девочки. Либо это проклятие, надо еще по роду его посмотреть, род его, семью, потому что это были слова проклятия, да чтоб ты сдох, от довольно-таки сильного колдуна. И если вот мы гадаем с вами, колдовала ли его жена, тут, скорее всего, и жена могла колдовать, но что-то идет еще глубже, по роду у него идет, на смерть. Я не говорю, что он умрет у вас по этой карте, я говорю вам то, что отголоски этого есть, и они реально так стоят между ним и между счастьем, его счастьем. Колдовали, чистить надо. Тут надо очень глубоко смотреть. Это тут говорит, что что-то по роду шло. Знаете, тут еще такой момент может быть, да, чтобы вы не думали, что там вот его кто-то проклял в роду или тут идет такое, что посмотрите, обратите внимание, поищите, спросите у него, убивал ли в роду кто-нибудь какого-нибудь другого человека. Если убивал, то да, надо его диагностировать, смотреть, ввести кому-то, чтобы снять это. Потому что не хочется каркать, не хочется говорить вам всякие такие дурные вещи, я и не буду говорить. Колдовала ли жена по этой карте? Колдовала, девочки, колдовала ее. Потому что он такой вот разбитый, не своей он жизнью живет, не своей. Дальше давайте посмотрим. Слышали этот звук? Ужас какой. Так. Давайте посмотрим этого последнего мужчину на сегодня. Колдовала ли его жена? Вот честно, девочки, колдовали. Тут либо приворот был, либо что. Было дело. Было дело тут. Что-то было, я бы сказала, подложено, подкинуто. Либо талисман какой-то на него одет от жены его. Вещь какая-то, что-то с вещью связано. Ну вот, небольшое было такое гадание. Мистическое, я бы сказала. Что-то очень много всего. Сейчас, пока гадала на Некрото Таро, приключалось у меня даже тут в комнате. Ну все. Спасибо вам за гадание. Пока, дорогие мои.